Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», ссылочка на сайт вот. А мы сегодня поговорим о наболевшем вопросе многих женщин. А когда можно мужчине давать секс? Когда уже можно заниматься сексом? На первом свидании, на третьем, на пятом, на 158-м? Что делать? А если мы только познакомились, а он уже хочет секса? А куда бежать? А что делать? Мои хорошие, давайте разберемся раз и навсегда с этим вопросом, чтобы у вас больше никто не пудрил вам мозги насчет того, когда вам раздвигать ноги. На первом свидании, на втором, на 158-м. Вообще держать целибат и терпеть до свадьбы. Что делать? Потому что в головах у многих женщин, к сожалению, я даже читаю в комментариях под своими видео на тему секса, бардак полный. Нет понимания по этому вопросу. Давайте я вам один раз объясню, чтобы вам про вас стало все понятно. И больше вопроса, когда давать, когда не давать, у вас не будет возникать. Вы будете просто точно знать, что вам делать. И это будет не потому, что сказал Вася, Алла или еще кто-нибудь, а потому что вы сами так решили. Потому что я считаю, коротко, для тех, кто любит быстро, я считаю, что секс должен в вашей жизни появляться и в ваших отношениях появляться тогда, когда вы к этому готовы. Почему я об этом говорю? Я психолог. Меня зовут Алла Касаткина, если вдруг кто-то со мной не знаком и смотрит первый раз это видео. Я почти 20 лет работаю с женщинами, помогаю им найти свое счастье, чувствовать себя в жизни комфортно и уверенно, выстраивать отношения с мужчиной, где они являются и ценными, и важными, и значимыми, и любимыми, естественно. Ссылочка на сайт, я уже говорила здесь. Подарок для вас есть в описании видео курс «Секреты счастливых женщин». Если вы с нами не подписаны, красная кнопочка под видео горит, жмем, подписываемся на канал и будем в курсе всех новых видео. Ну и лайки и комментарии – это ваша и моя благодарность YouTube за то, что он дает нам возможность встретиться. А мы разбираемся, когда же сексу быть. Сразу скажу. Вот говорю не для 18-летних девочек, я говорю это для взрослых женщин. Забудьте про вопрос давать, не давать, давать, не давать. Секс в вашей жизни должен появиться тогда, когда решаете, что хотите его вы. Когда вы сами готовы. Не когда вас принуждают и говорят, ну что ты ломаешься, что ты кочевряжешься, что ты уже взрослая, мы уже мальчики и девочки выросли, мы уже знаем, чем тети с дядями занимаются в постели, пошли давай расслабимся, тебе будет хорошо, мне будет хорошо. Мои дорогие, для вас это не аргумент. Для вас единственный аргумент, я этого хочу или не хочу. Если вы используете иногда, вот буквально на днях прочитала в комментарии, мама одной из девушек посоветовала, а ты быстрее ему дай, он к тебе привяжется и будет с тобой. Мои хорошие, секс как способ удержания мужчины возле себя не работает. Раздвинуть ноги могут все. Мужчина держится не за то, где вы раздвигаете ноги и как вы раздвигаете ноги. Мужчина держится за другое. И вот для того, чтобы это другое появилось, а у женщины желание сексуальное появляется тогда, когда есть привязанность, когда есть внимание, когда есть доверие, когда появляются между мужчиной и женщиной вот та особенная связь, где она чувствует себя с одной стороны защищенно, где она чувствует себя желанной и где она чувствует безопасность этого союза. Вот тогда секс вам будет в радость. Но как только вы пытаетесь под давлением это сделать, значит, вас пытаются изнасиловать, вас пытаются продавить на то, чтобы вы согласились быть изнасилованной. Когда вы считаете, что секс – это способ манипуляции, он ведет вас никуда. Вы будете долго манипулировать, но, простите, пожалуйста, трахать он может хоть всех подряд. Если у мужчины внутри ничего к вам не шевелится, у него встанет на любую, которая раздвинет ноги. Секс как аргумент давления тоже не работает. Вы взрослые женщины. И единственный аргумент для того, чтобы вступить в сексуальные отношения с мужчиной, для вас может быть только ваше собственное желание. Я этого хочу или я этого не хочу. Я надеюсь, вы это усвоите навсегда. И вопрос давать на первом, давать на пятом, давать на 158-м свидании для вас перестанет существовать, потому что вы будете точно понимать. Да, мужики хотят секса всегда. Они практически как встал, так они и готовы. Но мы с возрастом становимся более избирательными.
Мы с возрастом хотим, чтобы секс был для нас приятным, а не обязаловкой и отработкой. Поэтому ваше желание, ваша внутренняя готовность к этому соитию. Тогда вы будете получать и удовольствие, и чувствовать себя желанной, и повышать свою самооценку, и много еще чего, и польза для здоровья, и красота, все что угодно будет происходить, но только тогда, когда вы сами этого хотите. Если вы не готовы к сексу, а вас тащат в постель, запомните раз и навсегда, это насилие. И именно поэтому я от всей души, мои хорошие, желаю вам только секса, исключительно по вашему желанию. Исключительно тогда, когда вы к нему готовы. И тогда вас ждут и оргазмы, и тогда вас ждет все удовольствие, о котором вы мечтаете. И тогда вы будете понимать, что вы имеете ценность для этого мужчины. Любите себя, берегите себя и будьте желанными, в первую очередь для себя. С вами была Алла Касаткина. Кстати, если не согласны со мной, можете поспорить в комментариях, я с удовольствием выслушаю ваши аргументы. А мы с остальными встретимся в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки!